Братишки и сестренки, друзья и зрители канала, 24 ноября с выходом нового обновления «Разлом миров» нас будет ожидать не только добавление провинций и крепостей, механику работы которых мы сейчас рассмотрим, а также посмотрим на новый НДА баланс, что будет нас ожидать в новом обновлении. Итак, без лишних слов, начнем с новой способности арбалета и НДА баланса способностей. И открывает парад ветка топору. Хрустальный жнец и его Е-способность «Беспощадное нападение» получил уменьшение времени в стойке с 0,3 до 0,25 секунды. Но вместе с тем получил порезку урона по мобам на 10%. Вот и добрались и до него. Кажись, тактика для зачистки авалонских карт через жнецов начинает терять свою актуальность. Еще пара правок и о ней можно будет забыть. Вот и наглядная демонстрация моего ответа, почему я не показал их в ролике с билдами для зачистки авалонских карт. А вот большой топор увидит камбэк в активностях, ведь его Е-способности ураган вернут бонус к скорости передвижения на 20%, но лишь при условии нанесения урона по противнику в течение 0,75 секунд, что при его уроне и подгаданном моменте не составит больших проблем. Ветка луков также получит свою долю плюшек. Воющий лук и его Е-способности демоническая стрела, похоже, станет новой метой при ПВЕ фарме. Теперь по вражеским монстрам будет наноситься урон всегда максимальный. Похоже, у кого-то открылось второе дыхание и новые вариативности для геймплея. Чего нельзя сказать о луке Бадона. Со слов разработчиков, цитирую: лук Бадона отлично работает как в одиночном PvP, так и в ЗВЗ и стабильно высоко представлен в различных типах контента от патча к патчу. Для повышения разнообразия урон за тик немного снижен, а то игроки сильно походу заигрались на нем и получают удовольствие от игры. Биг Бо недоволен этим. Е-способность бушующий шторм и его урон за тик получил порезку на 5%. Ну, сугубо так, для разнообразия, чисто чтобы поржать, и игрок не заскучал. Почему бы и нет, да? А что вы думаете по этому поводу? Ну, пишите в комментариях. Лично я немножко в шоке, выражаясь так, а то YouTube за вежливость топит. Такой аргумент порезки точно не ожидал от разраба, во всяком случае и я. Все хорошо, и пушка норм играется везде, а потому, чтобы игрок не заскучал, и для разнообразия мы его порезали. Ну, так, знаете, немножко, чисто по приколу, чтобы поржать для разнообразия. Ну, по-другому я слов подобрать не могу. Ветка арбалетов также заиграет новыми красками. Всем арбалетам добавят новую способность «Взрывной залп», что будет наносить физический урон по площади и на 3,5 секунды будет резать сопротивление урону цели. Также была скорректирована очередность открытия способности в ветке ношения. На 6 уровне открываем раскалывающий выстрел, на 15 капкан. Способность отбрасывающий выстрел станет доступна на 40 уровне, а приглушение шума на 70 уровне ношения. У ветки проклятых посохов W способность проклятый луч, немного апнут по урону при наличии стаков 1+ темного проклятия на противнике. 5%, хоть и немного, но и на самом деле немало. А вот ветка кинжалов и W способность удар цепью получит, я бы сказал, поскольку способность помимо урона обладала еще и сейвовым вариантом применения в некоторых случаях. Удален удар по 4 цели, и теперь урон способности также будет скорректирован. Урон по 2 цели увеличен на 11%, а урон по 3 цели увеличат на целых 30%. Ветку молотов грозового монарха в частности порадовали уменьшением микрокаста. Е-способность ока бури, время ожидания при применении уменьшено на 0,1 секунду. Задержка при попадании с 0,3 до 0,25 секунд. У всех булав W способность крушитель земли получит уменьшение длительности подбрасывания в воздух с 0,6 до 0,4 секунд. Взамен урон способности будет увеличен на 9%. Также порезка не обошла стороной и способность охранная руна. Все на той же W, она получила порезку увеличения сопротивлений на 12%. Ветку посохов также не обошли стороной. Q способность колесо. В прошлый раз лишили бонуса к скорости. Разработчики решили, цитирую: мы увеличиваем получаемое сопротивление, чтобы еще больше повысить роль способности колесо в качестве группового танка в PvP. Таким образом, способность колесо получит увеличение сопротивления на 50% с 0,1 до 0,2. Также было решено убрать механику возврата и сокращения времени перезарядки в зависимости от количества тиковых зарядов урона у вихревых ударов по противнику, чтобы повысить их стабильность в PvP. Вихревые удары. Все боевые посохи. Урон за тик увеличен на колоссальных 4%. Время перезарядки уменьшено с 4 до 3 секунд. А вот возврат времени перезарядки способности на основе попавших тиков убран. У Светоча при возвращении в форму человека будет забираться баф к скорости передвижения.
Ветку копий и их W-способность калека постигнет весьма неплохой ап, как по мне. У способности удалили ненужное снижение скорости атаки у противника и заменили его на снижение всего урона противника на 25%. Ветку мечей ждет ряд изменений. Во-первых, Клеймор получит неплохой ап в виде увеличения дальности применения его Е-способности натиск на 2 метра с 11 до 13 метров. Также еще и микрокаст способности уменьшили в половину с 0,8 до 0,4 секунд. А еще способность подсечка получит полноценный реворк, что должен оживить данную способность. Урон первого применения увеличен на 10%. Максимальная дальность рывка второго применения увеличена с 7 до 8 метров. Время перезарядки первого применения уменьшено с 8 до 6 секунд, а вот время перезарядки второго применения увеличено с 8 до 10 секунд. Также время перезарядки второго применения больше не требует и не расходует одного героического заряда. Также апнули героические заряды, а точнее их бонус скорости передвижения по длительности с 3 до 3,5 секунд. W-способность раскалывающий взмах, все у тех же мечей, получит увеличение времени обездвижения на 21%. В целом неплохо так апнули ветку. Демонический шлем и его способность молчания получат ситуативный нерв, как по мне. Теперь он применяется в виде дыма на указанную область, в радиусе 4 метров от которой через 0,45 секунд все противники погрузятся в молчание. С одной стороны согласен, удобно, что массовое воздействие молчания будет получено в указанной нами области. Особенно во вратах ада, когда противники стакаются. С другой стороны, больше шансов увернуться от той самой молчанки. Длительность применения 11 метров. Радиус воздействия молчания 4 метра. Задержка попадания и активации молчания уменьшена с 1 секунды до 0,45 секунд. Длительность тишины уменьшена на 30%. Время перезарядки также уменьшено на 10 секунд с 40 до 30 секунд. Куртка упорства и ее способность активная защита получит бонус к увеличению сопротивления на 30%. Сандалии друида и их способность ледяная поступь. Замедление теперь снимается при выходе из области действия способности. Иными словами, замедление действует только пока противник находится в морозном следе. Сандалии чистоты и их способность парения стали слишком часто использоваться кайтерами, поэтому их решили немножечко понерфить. Порезовым скорость на 10% с 60 до 50%. Ботинки убийцы и их способность смертельный разрез. Прерывание рывка теперь предотвратит нанесение повреждений по противнику. Биг Бо недоволен, что игроки в аббатстве используют только один вид усилений красной розы, который по факту самый удавшийся и удачный, как по мне. И вместо балансировки остальных умений, как всегда по традиции, нас просто заставят использовать другие способности банальным путем порезки бафа красной розы. Поэтому для повышения эффективности других благословений разрабы, как всегда, безжалостно снижают исцеление при любом количестве зарядов. Благословение сострадания. Мгновенное восстановление уменьшится на 4%. Один заряд будет давать нам бонус хила с 10 до 5%. Общее исцеление уменьшится с 15 до 10% во время срабатывания бафа. При 15 зарядах на нас и более исцеление уменьшено будет с 24 до 19%. Тем самым общее исцеление, что будет получать игрок во время срабатывания способности, будет уменьшено с 32,5% до 27,5%. Замедляющий рывок на всех молотах больше не прерывает движение. Облако энергии, маунт башенная колесница. Обновлены визуальные эффекты и отслеживание попаданий. Вечная энергия, королевский капюшон, добавлены новые визуальные эффекты заклинания. Также исправлены заклинания танец бури, все боевые посохи, исправлены неточные индикации заклинаний. Пылающий феникс, песня рассвета, исправлена ошибка, из-за которой визуальные эффекты области действия не соответствовали длительности действия заклинания. Разрушитель глубин, исправлены некоторые значения дальности действия в описании способности и блоке характеристик. Сжимающее проклятие, булава инкуба, исправлены некорректные метки в описании способности. Тектонический сдвиг. Исправлена ошибка, из-за которой способность могла перемещаться в направлении взгляда игрока, а не в направлении курсора при контроле толпы. Теперь перейдем к провинциям, крепостям, а также механикам их работы в новой фракционной войне и обновленном королевском континенте. В конце вас еще и будет ждать новый видеоролик, который будут видеть новички перед попаданием на королевский континент. Начнем с провинций. Система провинций изменит игровой процесс войны фракций, перенося действия в зоны активных конфликтов, которые будут меняться и развиваться со временем. Провинция будет состоять из нескольких регионов на королевском континенте. Всего континент будет вмещать в себя 20 провинций. Провинция находится в состоянии конфликта, если соседняя провинция, принадлежащая другой фракции, объявила о нападении на нее. Когда провинция находится в состоянии конфликта, могут появляться сундуки фракций и разграбленные лагеря. Подробнее о них поговорим далее. Аванпосты могут быть захвачены как атакующей, так и защищающей провинцией. Во время нападения бандитов аванпосты в этих регионах могут быть захвачены любой фракцией, как и раньше.
О красных землях расскажу также немного далее. Игроки, находящиеся в провинции за атакующую или защищающую фракцию, могут произвести припасы для своей фракции. Теперь поговорим о припасах и зачем они нужны. Припасы — это новая система очков, применяемая к каждой провинции, находящейся в конфликте. Атакующие и обороняющиеся могут получать их следующими способами. Контролируя аванпосты. Это со временем будет генерировать припасы для контролирующей фракции. Второй вариант — это открывать фракционные сундуки, что также будет генерировать припасы только для первой фракции, открывшей сундук. Ну и естественно завершающие рейды в лагерях. Это будет также генерировать припасы и опять-таки только для первой фракции, которая откроет там сундук. Сразу уточню момент по лагерям. Они будут занимать место на карте уже существующих лагерей, но будут с пометкой фракционные. Видны также будут и простым игрокам, но они не смогут в них ничего сделать. Как и мобы, что будут находиться в таком лагере, они не будут атаковать простых игроков без фракции. В определенные моменты в течение дня оцениваются запасы припасов атакующих и обороняющихся, и фракция с наибольшим запасом объявляется победителем. В зависимости от того, кто победит, исход сражения может быть следующим. Если побеждает атакующая фракция, ни одна из сторон больше не производит припасы в этой провинции, и начинается сам бой за крепость. Если побеждает обороняющаяся сторона, конфликт в этой провинции заканчивается. Обороняющаяся сторона объявляет атаку на соседнюю провинцию. Как происходит объявление самой атаки? Провинция объявляет атаку на соседнюю провинцию в следующих случаях. Если атака на крепость фракции была успешной, победители объявляют атаку на другую провинцию. Если атака на крепость фракции провалилась, защитники начинают атаку на соседнюю провинцию, которая ее атаковала. Если у фракции слишком мало активных конфликтов на данный момент, она будет объявлять новые атаки в автоматическом режиме. Фракции могут совершать только одну исходящую атаку на провинции красной зоны одновременно. Таким образом, если у них уже есть такая активная атака в одну из красных зон, они не могут и не будут объявлять новую, даже если бы это было предписано вышеуказанными правилами, которые я вам только что озвучил. Крепости фракций. Это укрепления, расположенные в каждой провинции и обеспечивающие решающую боевую цель в конфликте провинций, где нападающие пытаются прорваться и захватить контроль, в то время как обороняющиеся будут пытаться и давать отпор. Каждая крепость фракции будет принадлежать захватившей ее фракции. Фракция, контролирующая крепость, также контролирует всю провинцию с ее бонусами. Если атакующая фракция выигрывает битву за снабжение в провинции, она начинает осаду крепости. Осады будут происходить таким образом. Битва за крепость будет происходить в форме осады, где атакующая фракция пытается прорвать оборону и захватить крепость. Осады будут объявляться незадолго до их начала, после того, как атакующая фракция объявляется победителем в конфликте за провинцию. Перед началом осады все игроки, не принадлежащие к защищающейся фракции, будут удаляться из крепости. Ворота в крепость будут закрываться, стражники охраняют крепость. Во время осады члены атакующей фракции могут попытаться разрушить стены и ворота с помощью осадных молотов. Члены защищающейся же фракции могут отремонтировать те же самые стены и ворота с помощью все тех же самых осадных молотов. Попав в крепость, атакующие игроки могут захватить ее, встав внутри башни. Если они продержатся там достаточно долго, атакующие объявляются победителями и осада заканчивается. Владение крепостью, естественно, переходит к ним. Кольцо вокруг башни отображает ход захвата. Захват будет прогрессировать только тогда, когда все игроки в башне будут принадлежать к атакующей фракции. Когда этот процесс начинается впервые, несколько стражей выходят на последний рубеж захвата. То бишь особые элитные мобы. Защитники могут завершить осаду, завершив оборону крепости, что будет отображаться на шкале верхней части экрана. Прогресс в обороне крепости накапливается непрерывно, пока осада продолжается. То есть у атакующих есть всего лишь ограниченный лимит времени на захват этой самой крепости. Если защитники успешно завершают осаду, они объявляются победителями. Для заполнения той самой шкалы будут определенные тайники с оружием. Во время осады тайники с оружием могут появляться рядом с крепостью. Изначально они будут заблокированными. При их появлении все игроки в области получат уведомление о наличии тайника с оружием рядом. Через некоторое время тайники становятся доступными для захвата любой из сторон. Если защищающиеся захватывают тайник с оружием, их прогресс обороны крепости будет увеличиваться. Если атакующие будут захватывать такой тайник с оружием, защищающиеся будут терять часть прогресса обороны крепости, давая тем самым больше времени атакующим на ее захват. Сторона, захватившая тайник с оружием, также получает суммирующийся бонус к урону и защите. Этот бонус будет действовать на всех игроков этой фракции.
в районе крепости до завершения боя за крепость. И тут возникает вопрос, возможно ли будет обузить систему с этими дополнительными бонусами к урону и защите? Будут они действовать только на этой локации, либо они будут действовать еще и в групповых подземельях? Касательно отрезанных провинций. Крепости в отрезанных провинциях могут быть атакованы и захвачены фракцией, которая будет контролировать все регионы провинции. Их стража в таком случае не будет возрождаться. И также стражники не будут принимать участие в последнем бою. Сундуки фракций. Это новые цели, которые могут появляться в любой провинции, находящейся в конфликте. Сундуки фракций будут различаться по уровню редкости. Открывать их могут только игроки, принадлежащие к одной из фракций. Все игроки одной фракции в пределах определенного радиуса могут взять и открыть этот сундук. Если сундук не грабится одной фракцией, его также смогут взять члены противоположной фракции. По истечении определенного времени сундук может получить любой, независимо от статуса фракции. Лагеря фракций — это лагеря снабжения фракций, захваченные и разграбленные предприимчивыми бандитами. Игроки, поддерживающие фракции, могут изгнать этих бандитов, чтобы получить добычу для себя и припасы для своей фракции. Разграбленные лагеря могут появляться в любой провинции, где идет конфликт на данный момент. Они бывают двух размеров. Маленькие лагеря для игроков-одиночек и небольших групп. Средние лагеря для групп среднего размера. Чтобы завершить лагерь, необходимо победить всех монстров в нем. Завершение лагеря открывает сундук, который может открыть любой игрок фракции. Этот сундук работает так же, как и сундуки фракций. Первая фракция, открывшая сундук, получит припасы и добычу. После завершения лагерей остается неактивным в течение определенного времени. С транспортами фракций, я думаю, так все понятно, много раз упоминал в своих роликах предыдущих по теме нового обновления. Но напомню, что транспорты фракций позволят игрокам быстро попадать в бои фракций из королевских городов. Транспорты фракций можно найти в каждом королевском городе рядом с лидером фракции, а также в крепостях фракций в желтой зоне. По сути, можно будет быстро переместиться либо из королевского города фракции игрока на передовую и обратно, в зависимости от статуса конфликта в регионе. Назначение игроки могут прибывать ко входам в регион, дружественным аванпостам или дружественным крепостям. Обратите внимание, что при путешествии в красные зоны, допустим, пунктом назначения являются только входы, расположенные рядом с провинцией желтой зоны, контролируемой фракцией игрока. Использование транспортов фракции также будет требовать оплаты серебром, и если вы перемещаетесь в красную зону, то такая оплата будет увеличена в себестоимость. А также она будет рассчитываться на основе перевозимых игроком предметов и выбранного пункта назначения. Помните про красные зоны, которые я затрагивал ранее. Также касательно других изменений в войне фракций. Игроки, отмеченные фракцией и убитые в ходе боя, будут возрождаться либо на контролируемой их фракцией аванпостах в регионе, либо, если такового нет, у входа в регион. Ну, естественно, имена игроков, отмеченные фракцией, стали более четкими и читабельными, а также подкрашиваются под цвет их фракций. Также будет добавлен совершенно новый набор аксессуаров солдат фракции, который будет доступен для покупки у командующего вашей фракции в каждом королевском городе. Его можно будет приобрести за очки фракций после достижения необходимого ранга. Игровой процесс на ранних этапах был улучшен благодаря дополнительному контенту и подсказкам для новых игроков. После обучения теперь воспроизводится новый видеоролик, который вы будете видеть сейчас на фоне, сопровождающий игроков в путешествии на королевский континент и демонстрирующий их возможные приключения там. Теперь игроки могут продавать все предметы, которые можно получить во время обучения на рынке в бухте, кроме супов и мувлов. Также будут добавлены новые подсказки в обучении. Мои поздравления гильдии Пивас, Сансет и Вуф-Вуф за то, что они топили в 28-м сезоне и добились таких высот. Грация, ребят. Также нас будут ожидать дополнительные изменения в интерфейсе. Во-первых, интерфейс рынка теперь будет отображать предполагаемую стоимость продажи после ремонта поврежденных предметов. Масштаб мини-карты по умолчанию в городах для новых аккаунтов теперь составляет 10%. Значки выхода на картах регионов теперь кликабельны. Карту присоединенного региона. Двойной щелчок по карте региона теперь отправляет пинг на это местоположение. Интерфейс переработки теперь отображает кнопку «Усовершенствовать» вместо «Создать». Облака с текстом удалены из всех интерфейсов зданий и квестодателей. В подсказках ко входу в статичное подземелье теперь отображаются рекомендуемые размеры групп. Индикатор непрочитанных уведомлений отключен в меню действия. Интерфейс недвижимости теперь включает кнопку, ведущую к дополнительной информации. Также нас будут ожидать изменения в классификации предметов. Обновлены категории предметов на торговой площадке и в банке. Плащи и сумки теперь являются отдельными категориями в верхнем уровне реестра. Названия категорий собирателей снаряжения теперь соответствуют названиям соответствующих предметов. Броня переименована в одеяние, головы переименованы в кепки, обувь в рабочие ботинки, а аксессуары в рюкзаки, чтобы соответствовать собирательским предметам. В других изменениях нас будут ожидать удвоение очков испытаний искателя приключений за сбор предметов для лучшего соответствия скорости ПВ. Добавлено несколько заданий в журнал Альбиона, связанных с новыми фракционными войнами. Теперь фолианты прозрения можно объединять в более высокие уровни в литейном артефактах. Такие процессы необратимы.
Улучшена система жалоб игроков с разделением по категориям нарушений. Теперь при отправке жалобы игрокам необходимо выбрать категорию и подкатегорию. Также было добавлено несколько новых предметов мебели для островов игроков. Начало охоты по отслеживанию теперь убирает круг поиска набора инструментов для отслеживания. Использование набора инструментов для отслеживания во время активной охоты теперь будет отображать предупреждающее сообщение. Добавлена ремонтная станция за пределами портала Туманов в Брасилионе. В статичных подземельях 3-го уровня больше нет событий и улучшений. Доработаны и исправлены многие звуковые эффекты заклинаний. А также нас будут ожидать многочисленные исправления пользовательского интерфейса, правки способностей, их анимаций и прочего. Для всех желающих лично ознакомиться с грядущими изменениями и правками, я оставлю ссылочки на официальный сайт проекта и источники, откуда взята информация, в описании. Пишите в комментариях свои дополнения, предложения и вопросы, а можем там с вами, как всегда, просто пообщаться, либо что-то обсудить. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком или же нет, решать только вам, друзья, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!